Раз. Все, я тут. Я тоже тут. У меня тут игра уже как раз запустилась. Продолжить. Сейчас, надеюсь, все запустится нормально. И все продолжим будет. Нормально, опять-таки. Нормально, пожалуйста, игра. Тут не только игра, тут еще само приложение и Xbox-ковское, где у меня игра установлена, блин. Еще оно выпендривается, мало того, что игра, еще и приложение. Либо у меня проблемы, но звука нет. А, все, теперь есть. Ну да, пока я тут перезапускал Windows, все мне слетело, опять пришлось по-быстрому включать, запускать, настроить немножко. Так, все там видно теперь. Игра, звук. Я. Сейчас протестируем. Век. Ну, вроде да. Да, все нормально. Наконец-то. Как будто даже получше стало, действительно. Ну-ка, сейчас я только еще хочу, чтобы мне опять обозначались FPS. Хотя, может, я об этом еще и пожалею. Может, это еще вот эта программа жрет что-то. Так, бэмс. Так, нет, не это. Где? Не это. Статистика, во. Ну. Где мои FPS-ики? Нет? Ну ладно, и пофиг, короче. Где мой артефакт? О! Спасибо, я пошел. Медуза! Медуза? Это та самая медуза? Медуза... Нет, это не та самая медуза. Обычно медуза всегда радиацию снижает, а эта медуза добавляет. Это неправильная медуза. Эта медуза у вас тут неправильная. Так, вот нам в эти двери. Я уже сюда приходил не стрима, и двери были закрыты. Я думал, как бы мне туда попасть? Нужен был ключ. И вот у нас теперь есть этот самый ключ. Погнали. Слушайте, ну по ощущениям, как будто после перезагрузки все стало куда лучше, чем было в самом начале стрима. Вот прям по ощущениям вот чувствительности. Не, прям такая. Жалко, не обозначается уже FPS слева вверху. Чтобы было понятнее. Мне кажется, там уже где-то не 60, а где-то уже 100 с чем-то. FPS по ощущениям, по крайней мере, опять-таки. То ли это перезапуск всего компа, но вот точнее помог, то ли
Перезапуск игры. Это все я беру. Это все мое. Кстати, Кирилл, а вот какая тебе все-таки часть из трилогии больше всех понравилась? Вот такой вопросик. Интересно. Я уже, наверное, догадываюсь, какая, но на всякий случай. Мало ли. Так, тут у нас гости. Я уже слышу. Да, и вижу, не только слышу. Отойди от меня. Нафиг. Еще один полтергейст. Сюда иди. Ау. Я уже один раз такого встречал. Закрывается камнями, хитрый какой. Не все патроны на него потратил. Опять-таки жирный. Идите. И жирный, и бьет боль. Окей. Окей. Ну, сложный вопрос, но, наверное, больше всего Зов Припяти. Вот я так и думал. Потому что мне тоже. И многие, как я слышу, многие считают, что Зов Припяти прям больше всех нравится. Потому что отчасти потому, что он самый новый, и там больше всяких более-менее таких новых современных штучек, которые перекочевали вот подобные какие-то моды. Ну, хоть что-то. Потому что прям первые две части, они прям заметно старее с той же третьей. Если прям так посмотреть даже. Мне тоже третья часть больше всех нравится. По геймплею, по крайней мере, так точно. Мне нравится из-за того, что там сюжет такой, как ты захочешь. Сам выбираешь, кому помочь, сам выбираешь, кого взять в отряд. Вот, и это тоже, да. Кстати, знакомые локации вот прямо сейчас на скриншоте. Знакомые. Так. Продолжаем мутки с этим полтергейстом. И давайте-ка гранаты. Ты где? Я вообще попадаю в него или нет? Да, мне напоминает вход и на дикую территорию. Ага. Этот самый блокпост. Еще долговцев толпы не хватает. Вот это, кстати, тоже знакомое место.
Давайте гранатами его нафиг закидаем. Мне их все равно 10 штук. Лови, скотина. Бегает, бегает. Вот, кстати, еще смерти тут считаются. У меня уже 24 смерти было. Смасать. Мне кажется, я в него не попадаю просто. Он просто насквозь него пули летят. Как тогда быть? Тут бы что-то пожестче, но... Пожестче, кроме этих гранаток, у меня ничего и нет. И может вообще пофиг на него. Собрать здесь что есть, пойти дальше. Мне кажется, он мне не позволит никуда. Или попадаю понемножку. Совсем понемножку. Кидается всякими какашками. О, блин. Да не то, блин. Кнопкой запутаться можно. И то хочу сделать, и это хочу сделать. По итогу ничего не делаешь. Я все патроны сейчас потрачу. Эй, ты где? Ты где? О, скотина. Вот как он выглядит. Ненавижу его. Такими темпами мне придется реально на какую-то минимальную сложность что ли понижать. Но это не смешно. В прошлых частях мутанты послабее были. Ну, не такими жирными они были точно. Тут они капец какие жирные. И бьют. Мама, не горюй. Я уж боюсь представить, что там будет на высокой сложности. Там вообще не знаю, кем надо быть, чтобы выживать. Я уйду, но потом приду. Окей. Буду ждать. Ну давай. Нет, не хочет. О. С ума сойти, мне в этих ящиках хоть что-то попалось. Так, АПК.
Усе готово. Коди від колектора змінили. Новий Ага. 2765. А на ребрах? На ребрах усе зробили? Так точно. Прийняв. Повертайтеся. І щоб нікому ні звуку. Слухаюся, ні звуку. Не в этих ящиках, вот, которые я только что разбивал. За весь прошлый стрим и вне стрима, пока я бегал, один раз только выпало что-то, и это была граната. Вот сейчас вот еще хлеб выпал. Вот прям все остальные разы я несколько десятков этих ящиков поломал, и мне с них ни разу ничего не падало. Было очень странно, очень странно. То ли это рандом такой, то ли так и задумано, что их никогда ничего не падает. Сохраниться. Опа. Опа. Эпичный лут. Эпичная нычка. Такий хлам. И все, да? Можно уходить. Угу. Ну, погнали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не хочу туда идти. Но там, кажется, тайник. Блин. Ай, я рисковый. Ай, больно. Больно мне, больно. Все. Артефактов нет, но тайник есть. А мне сюда и надо было, ну тем более. Что мы там нашли, кстати? Увеличенный магазин для АКМ. Это для тебя? Нет, это не для тебя. Это У. Нам без У надо. Мы такого еще не находили. По крайней мере, починенного нормально. Но пока будем держать при себе. Давайте поедим. И еще поедим. Тушенки. Прикольная анимация, мне нравится. И пока все. Ага, это я должен сам вводить код, ясно. Тогда еще раз. Усе готово. Ага, 2765. Тушканчики. Тушканчики. Ой, как вас много. Ловите. Вот это красиво разлетелись. Ловите еще. Красиво разлетелись. Ну, не двигайтесь.
попал. Их. Ау. Надеюсь, все. Ну, кажется, еще где-то один есть. Ах ты скотина. Ах ты скотина. Да слезь, блин. Я застрял, что ли? Скотина. Я их еще там толпа целая. Так, гранат на вас не напасешься. Я пришел с возвращением. У нас тут тушканчики. Целая орава, блин. Кучу гранат на них потратил, и их все еще там целая толпа. Там еще один был, я видел. Нычек нет. Их лучше всего дробовиком контрить. Но я думаю, что гранатами лучше всего, раз уж их там целая толпа была, и неплохо так их вырубила гранатой, но они так разбежались, что там попробую их задеть, чтобы все толпой. Они постоянно бегают туда-сюда, туда-сюда. Так, сюда где-то еще один убежал, я видел. Ой, не без фонарика. Туда темнее. Так что как минимум один еще где-то тут прячется. Ага. Кто-то они прыгают. Не всегда раньше так прыгали. Прям на лицо. Но в прошлых частях его очень нелегко было дробовиком вальнуть. Мне кажется, я никогда не встречал их столько прям такой толпы. А что вот я еще встречал, не знаю, было ли в оригинале такое, но я встречал вот на прошлом стриме ораву крыс. Прям знаете, как в какой-нибудь A Plague Tale игра такая есть, там про чуму в Европе, там тоже такая орава крыс, прям волна прям целая такая. Здесь я не ожидал такого увидеть. В оригинале я такого не помню. Вот на прошлом стриме, когда я их увидел, прям удивился. Ладно, тушканы, а вот такая волна просто крыс. Это для меня было что-то новенькое. Нет, они раньше просто быстрые были. Еще кого-то слышу. Ага, там уже люди, что ли? Меня палит. Угу. Что вот это такое? Еще баг какой-то. Крысы это что-то новенькое. Ага, вот и я подумал. Что не помню такого.
Лови. Еще лови. Перезаряджаю! Вот надо по головам стрелять. Если не по головам, то они... То их можно просто вечность Ти дасть бой. выстреливать. Еще один. Ну покажись. Чё? Кажись, да. Вот еще, кстати, нововведение очень прикольное, то что вот лежит оружие, его можно прям сразу разрядить вот так вот, не подымая. Я просто все еще привычка, я иногда собираю его и все равно прям так в инвентаре разоружаю. Ну вот можно делать вот так вот. Видите, разрядил и все. Трошки забрал. Не надо возиться. Это приятное нововведение. Но я просто по привычке иногда все еще делаю по-старому. Ай, вот, например. Как раз сейчас. Там что-то есть. Ну, о, вроде взял. Вот это неудобно, конечно. Надо вот так вот прыгать, чтобы взять, если ящик на уровне твоих глаз находится, а не внизу где-то. Помню, в Тень Чернобыля нашел броню Монолита и был очень рад. И интересно, когда мы тоже найдем что-то новенькое, какую-то броню там или шлем какой-то новый, прям найдем именно, не дадут нам награду, прям найдем, когда мы. Или артефакт какой-то полезный прям. То, не считая вот этого меча, только фигню всякую нахожу, которая мне в минус. Опля. Опля. О! Что я говорил? Было бы неплохо. Нате вам, пожалуйста. Просили, нате вам. Это приятно. Вот это супер приятно, ё-моё. Это спасибо, игра, спасибо, игра. Бэмс. Ой, и внешний вид рук тоже поменялся. Круто. Правда, у нас теперь перевес. Столько носить. Верните мне мой мячик. Здесь уже 2 слота под артефакты. И что вдруг? Это подгон. Так, пошла катсцена. Ей, бидло, пушку кинув? Сам Хто быдло. ти, блядь, такий? Кому ти Германа здав?
Ха! Ну ніхера собі, Вась! Залетів на військову базу, підняв шухер і питаннячки якісь мені ставиш. Бля, мочканути б тебе тут і все. Чуєш? А ти цю штуку давно чистив? ПМ без догляду часто клинить. Ну, я фартовий. А у всіх фартових батони горять. Що? Де мій довбаний сканер? ПМ ж часто клинить без догляду. Таке я фартовий. Та всі ми фартові. Бля! Чуєш, я ніхто, просто наношу аномалії на мапу. Звісно, я продаю на стороні таким, як ти, але це все. Нестор займається сканерами. Нестор? Де він? Маєш з ним базарити. Бугор смітника. Здорова купа сміття, не прогавиш. Не пи... Гребаний батон. Дякую, Вась. Нестор, на північ від залізця. Погодь, вас що, накрили? Слухай, я не звивав Германа. Я, звісно, звивав людей, але вас не встиг. Да не хочу его убивать. Он прикольный. Відпочинь. В субтитрах написано кусок дерьма, а сказал «Відпочинь». И вообще-то у меня на пистолете глушак был. Это был не мой пистолет только что в катсцене. Это были враки. Все ложное. И без фонарика слишком темновато в некоторых местах, но с фонариком слишком ярко. Вот где баланс? Вот где баланс? Так, это было получше. Нифига себе ты борзый. Это ты... Это ты откуда взялся такой? Главное, спиной ко мне заходит такой бессмертный. Это был бы для меня сюрпризик, если бы он не спиной ко мне заходил бы. О. Это что за пистолет? Такой же? Ага. У меня даже получше. Дальность. Увеличенный магазин. Ну-ка. Как там это? Не так. Не так. Какую там кнопку вот эти модификации? Это патроны сменить, не то. Во! Одеть. Теперь у нас 12. 13. Во. Ништяк. Улучшение для пистолета. Угу. Глушителем, с обоймой. Вот это, допустим, уже уникальный лут. Вот это уже поинтереснее. Вот это мне нравится, боевка рукопашная. Согласен. У меня в чистое небо такая же проблема была все время. Это про что? Про перегруз?
Он хотел зайти как Майкл Джексон задом, и ты все испортил. Ага. Задом. А мог бы реально мне устроить неприятный сюрприз такой. Пока я там отвлекся на инвентарь. Он сзади такой зашел, такой: здравствуйте. Такой: здравствуйте, и прямо не в спину. Еще один беспалевный. Поманитесь. Хватит меня пугать со спины каждый раз. А про то, что все время темно? Кто-то перелет. Перелет, молясь. А перегруз только в Чернобыля мешал. Для меня вот перегруз как раз был самой большой проблемой во всех сталкерах. И в моде, и в оригинале. О, потратил гранату, получил гранату. Кэшбэк. Что там писало? Когда сохранился, там сверху что-то писало. Не успел прочитать. А, вот это я уже был готов, но не к двоим. Был готов, но не был готов, что их будет двое сразу. Двое или трое вас тут может? Так, я уже заметил, что я хожу медленно. Помедленнее. Это уже перегруз. Оказывается. Эй. Приходится вот так вот 2 раза ломать, чтобы достать это. Так, ну кажется все. Там ничего нет. Такой забор. Как будто нычка должна быть. Кажется, я вижу ту самую нычку. Да, нычка божественная просто. Эй, выпустите меня. Ладно, вот так сойдет тоже.
Так, а куда я вообще вылез? Ага. Тут я еще не был как раз. Думал, что как раз по сюжету мы сюда и попадем, и вот по сюжету мы сюда и попали. Ух ты. Ловите. Ловите еще. Я что, в стену попал опять? Еще на улице целая толпа. Блин, заклинило, прекрасно. Ой. Здравствуйте, вот это вы обнаглели. И может мне так и лучше просто в упор вас расстрелять, чем целиться как-то. Еще двое. Сколько там уже трупиков? И их еще там прибавляется и прибавляется. Я тебя вижу. Здесь это последний. Что, еще не последний? Ой, да. Зато сейчас как мы все это будем лутать? А, мне уже перевес. Мне еще нравится, что анимацию сделать, когда ты пьешь, когда ивент открываешь и разные другие. Да, мне тоже нравится.
И даже чтобы ножом вот так вот махнуть, капец сколько выносливости тратится. Еще, конечно, минус, я тоже говорил об этом на прошлом стриме, еще то, что для меня здесь минус из-за того, что здесь разнообразие всяких лутецких, всякого лута очень маленькое по сравнению с теми же модами. По сравнению с оригинальными частями, то да, там тоже было не то чтобы много всякого разного, но по сравнению с модами, с которыми я уже привык играть, вот там, конечно, там прям столько всякого разного, и оружие там просто миллион всякого разного, и просто всяких расходников там, еды, ремонтных всяких принадлежностей, брони и еще куча всякого разного. Там просто с ума сойти, сколько всего всякого. Тут это просто от привычки, наверное. Я уже просто привык к тому разнообразию. Я стараюсь как-то не обращать на это сильно внимания. Но все же. То же касается и мутантов, о которых я ранее говорил, что я привык. То есть с них можно тоже лут какой-то получать. Еще гости идут. В данный момент игра не может быть сохранена. Прекрасно. Интересно, сколько вы еще будете появляться? Нет, иногда... Не, иногда такое ощущение, что они бесконечно появляются. Посмотрите, вот сколько здесь уже трупиков. Они все лезут и лезут. Ок, кстати. Есть более-менее... Нет, они все поломанные вдребезги. Это случайно. Опять случайно. О. Блин, и как мне это все унести? Черт. Некоторыми моментами даже получше, чем мой. Физической защитой. Получше. Радиозащитой получше. Давайте поменяем. Как раз вот это физзащита и радиозащита мне больше всего и надо. Вот там электрозащита. Термозащита. Я сейчас тупо двигаться не смогу, наверное, да?
Уже ночь тем временем наступила. Шукаю ціль. Ну, кстати, еще один баг. Бахнем энергетосы. Висуваюся на позицію. Прикривай. Не, ну они реально появляются из ниоткуда просто. Это уже не смешно. Надо отсюда сваливать. Поскорее. Кидаю гранату. Какую гранату? Прикольно будет просто у костра поиграть на гитаре. Это точно. Ой, давайте-ка, наверное, как-то размусолим наш весь этот инвентарь. Это оружие давайте выбросим. Оно все равно, во-первых, поломанное, во-вторых, у нас к нему патронов уже почти нет. Дробаш пусть будет. Это, блин, не жалко выкидывать, хоть и к нему тоже патронов нет. Одежду я не хочу выкидывать. Этот пистолет прям новый. Весит он не то чтобы много. Ціль втрачено. Это вот это да, вот это да. Вы видели, сколько их там? Не, надо отсюда сматываться, все. Мы уже поняли, что они бесконечно будут появляться. Что это за крик был? Но зато мы броньку получили. Одного трупа. Пробуйте стати. Лови! Блин, меня выпустят отсюда. Нет, я только хочу уйти, так там опять возле входа целая толпа собирается. Вот это меня в игре пока что бесит. Это уже не первый раз, когда я какую-то локу пытаюсь зачистить, а они никак не пропадают, такие товарищи. Они только заново появляются, 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 появляются. Куда мне столько хлеба, куда мне столько колбасы. Бронебойный. Выбросить. О, так вот будет получше. Видите, сколько лута? Приходится от этого отказываться.
Все, и теперь валим, раз уж мы можем бегать более-менее теперь. Готові. Так, все, нет, я никого не лутаю. Просто уходим. Мне надоело торчать в этом месте. Я не это хотел сделать. Нет, ладно. Так. Я валю отсюда. Ничего не знаю. Все. Чао, какао. Мы здесь надолго застряли. Не, ну... Скіфе, прийом. Ти що там влаштував? Хоча Ой. краще не кажи, бо я заздрити почну. Ой, и не Знаєш, що говори. хотів? Припій сам ніхрена не знає, але він згадав якогось Нестора. Нестор? Ха, все цікавіше і цікавіше. Ну що ж, ласкаво просимо до великої гри. Прощавай, мала зона. Іди на ізолятор, там мої колеги допоможуть тобі з Нестором. Якщо домовитись, звичайно. Тупай через КПП Північ. Ключі батя дасть. І не бійся хлопців. Вони дикі, але симпатичні. Симпатичный. Такс, окей. Что у нас? К этой пушке, как неудивительно, мы так патронов и не получили. Автомату есть патроны, к дробовику есть патроны. Пистолету мне надо будет продать еще вот эти патроны немножко хотя бы. Все равно я пистолетом почти не пользуюсь. Эту броню тоже надо будет, она по идее будет дорогущая. Она же еще и наносит дофига урона. Ты про вот эту пушку, которую я говорил? Я бы с удовольствием ею пользовался, если бы патроны были, но выкидывать ее мне капец как жалко. Ну как-то так. Возвращаемся на базу. Подадимся, закупимся, квесты сдадим. Там еще тайник опять новый появился у нас. Я что-то посмотрел моды на Тень Чернобыля и нашел мод слабенький, который добавляет пару новых оружий, гитару, сигареты и гармошку. А, то есть ты что, с модами вообще не знаком, что ли? Если да, то Сталкери, наближається викид. вот это еще один Усі баг. укриття. Без нього розкішний похорон з оркестром. Власним коштом. Это еще один баг, кстати, как будто говорит по рации. В какой-то момент говорит, ну звук, как будто говорит по рации, а потом звук пропадает, как будто он говорит, как будто где-то рядом, короче, стоит. Это тоже баг, не только у меня такое. И о чем я говорил? То, что если ты действительно с модами еще не сталкивался, ни разу не играл, то это ты капец сколько всего потерял. Это просто офигенное было. Офигенные моды некоторые, что прям игру преображают кардинально. Валимо! Викид починається! Тільки куди лізеш? Тут уже нема чим дихати. Шукайте місця більше. Что сказал? Кому душно, можуть піти пройтися. У нас одне залізне правило. Залісся дасть притулок будь-якому сталкеру.
Батя, ну ми ж на рельси, щоб штабелями в один підвал. А нема у мене зараз для вас іншого. Варта там і чужих не пускає. Заходь, хлопче. У тісноті, зате живі. Викид, це що взагалі таке? Вітер, червоний і смертельний. Якщо до тебе добереться, все, каю. Тож, як чуєш сповіщення, бігом до найближчого укриття. Я бачив викид. На під'їзді до зони. Більше на вибух схоже. Та один хрін. З викидом одне вірно. Гудить об'ява про нього. Отже, зона хоче з тобою в хованки пограти. І якщо не Да сховаєш... чё вы бегаете, как угорелые? Это наш первый выброс, который мы вот так вот пережидаем. Самый первый, который был в начале игры, не считается. О, правильно. А нічого у нас компашка. Весела. Зараз від себе додам. Тримай ключ. Хтось із створінь зони гучніше за всіх реве. Виявилося, це Ну и ключ. Фюрер заодно взяли. Сидорович, коли про батю щось добре чує. Загнув так загнув. Кстати, ты там про гитару что-то говорил. Гитара-то у меня есть. И сбацать мы вроде как тоже что-то можем. Правда, сейчас костра рядом нет, но у нас выброс. Фух, виходимо. Ну, я, конечно, не мастер что-то сбацать. Но вот возможность в игре хотя бы есть такое сделать. Прям лично. Не просто послушать. Прям лично что-то сбацать. Кто, может, играл на инструментах, те, может, что-то и могут. Плюс авторские права. Ну уж лучше пусть так, чем вообще без музыки. Весь прошлый стрим был какой-то унылый из-за того, что был включен режим стримера, и я думал, что там хотя бы какая-то музыка останется, но нет, этот режим стримера просто всю музыку из радио просто вырубает, абсолютно. И радио просто становится бесполезным. О, Можна виходити. баночки. Так. Все. Выходим. Один все-таки попался, да? Сталкери, говорить капітан Зотов. Розслідування варти в малій зоні завершено. Тому право на свободу пересування я вам поки повертаю. Але й вимоги тепер до вас особливі. Найменше порушення і карантином ви вже не обмежитеся. Я тут, кстати, с этим самым дядей Леней еще ни разу не говорил. Надо бы продаться, не забыть. Батя, прийом. Це Маляр. Зотов, виявляється, не збрехав. На КПП схід чисто. Тому я буду рухатися в бік кордону, нарешті. А звідти вже на Затон до Бороди. Сподіваюся, його там ще не втопили в болоті. Усе. Борода. Затон, Скадовск. Так вот, дядя Леня. Ну, нічого собі ви тут улаштували, молодики. Скільки років малу топчу, а цей ваш херантін уперше бачу. Добре, що хоч у дяді Льоні все продумано. І укриття на викид, і закусь. Файний провідник, синку, він про такі речі завчасно думає. Ну що, куди тупаємо? Тупо ему. Да я так, поговорить.
Лінза думає, що я надто новачків оберігаю. Каже, що через мене вони до зони, як до іграшки ставляться. Ну, типу, несерйозно. Тільки от розумієш, він одного разу пішов сам. І тепер вже більше нікуди не піде. Я такої долі для людей не хочу. І батя не хоче. А чим займається провідник? Допомагає людям дістатися куди треба і не по частинах. У зоні багато стежок, і провідники знають найбезпечніші. Ну, або брешуть, що знають. В будь-якому разі кудись тебе доведуть. До табору, до безвиході або до могили. Жартую, синок. Ну, короче, Доброго шляху, легкої дороги. местный телепорт. Самый такой начальный, самый первый, самый простецкий такой. В оригинале тоже такое было, но в оригинале потом еще артефакт компас был. Крутецкий. Вообще нет, никогда с ними не играл. О, тут ты просто столько всего потерял. О, ну это да, там, конечно, не то чтобы просто все это там установить, разобраться, это с ума сойдешь. Но если разберешься, то это просто другая игра будет. Вообще. Що, як? Шо як? Чао. Не шо. А от і мій улюблений клієнт. Я видел, где чел на ней играл звезда по имени Солнце. Для тебе найкращі ціни. Зоною клянуся. Я бы тоже глянул. Как там поигрывают профессионалы. Так, вот это продаем. Артефакт тоже, этот пистолет тоже. Эти записки, мне кажется, нафиг никому не нужны. Их тоже давайте продавать. Думал, они, может, по квесту надо или что. Ну, кажется, ни для какого квеста они не надо. Сильно слабо. Давайте-ка вот так. И пиво мне уже не надо. Да и вода тоже. У меня уже энергетосов, и водки, и антирадов полным-полно. Этого мне тоже столько не надо. Это тоже мы таким же не пользуемся. Так, что мы оставляем? Патрошки для этого оставляем, для этого оставляем. А это что за патроны? Я помню, на Мафию 2 хотел мод скачать, у меня ничего не получилось. Ну да, это дело такое. Эти моды, это всегда дело непростое, но потом, если, конечно, заморочишься и кучу времени потратишь, то обычно оно-то вот стоит всегда. Заглядай. Притримаю для тебе найкраще. Еще к механику заглянем. Ризикнув. Кстати. Ну-ка рискнем. А-та-та-та-та-та, авторские права, опять, да. Хтось пристойний. Радий бачити. Для тебе А мне бы починить просто. Генерация выносливости.
дополнительные контейнеры. Химзащита. Термозащита, химзащита. Угу. Значение веса. 2, это всего 2 килограмма или что? Износостойкость. Насколько я слышал, рекомендуют прям износостойкость качать, потому что очень быстро все изнашивается. Бронебойность. Не знаю, не Щасти знаю. там. Не знаю, как там насчет улучшений. Да, тайничок. Я не забыл. Угу. Ех, краса то яка. Якби лінзині мильниці не гигалися після кожного викиду, я б таких фотокарток наробив. Навіть те саме макове поле. Кожному зеленому на показ. Але ж вони потім туди полізуть. Без підготовки, навмання. Ні, старий. Є краса, котру краще не бачити. Опять началось. Так, этот тайник там наверху, и как бы туда попасть? Давай, ну. О. Получилось. Ну и сейчас, скорее всего, опять этот тайник окажется какими-то консервами, колбасой, патронами. Кто бы сомневался. Сюжету нам наверх. Давайте сгоняем еще к этому тайнику, а потом пойдем вот сюда. Синий квестик. Кстати, сколько стрим уже идет? Сколько мы еще будем сидеть? Стрим уже идет где-то 2 часа с половиной, если брать в расчет первую часть. У меня уже 6:30, это значит мы еще где-то около часика может поиграем, может чуть меньше, может чуть больше. Ну, на прошлом стриме я говорил, и сейчас еще раз повторю, то, что игра все-таки мне нравится, да. Несмотря на все вот эти вот подвесоны и прочие проблемки. Вот если еще их понерфят, то будет просто конфетка. А в общем, так говоря, мне все нравится.
Все-таки. И по атмосфере. Ностальгировать можно неплохо, так и по геймплею. Вот насчет сюжета я пока еще не знаю, потому что сюжета мы немного еще прошли. И это реально это влияет. То ли что. Не, слишком жирный. Так, это что за аномалия? Такая же, да? Ой, опять что-то началось. Вот мы сколько поиграли, вот около часа или где-то около того, и вроде перестало после того, как перезагрузил. Опять что-то начинается. Тут тайник, да. Опять ничего особо интересного. Окей, идем дальше. Давайте, раз уж по пути, заглянем в это местечко. Не кажется ли это место мне что-то напоминает из оригинала? Тоже где было вот так вот два здания друг напротив друга. И что, тут ничего нет? Где-то по-любому нычка есть. Ну я не про эту нычку. И не про эту нычку. А то есть, да, от них вот так вот можно спрятаться, просто на какой-то ящик запрыгнуть, и все, они будут тупить. Кирилл, ты тоже подумал о том же месте? Это напоминает базу сталкеров, которые возле моста. Да. Тут еще плоть как раз тоже мне еще это напомнило. Обычно там как раз и бывает плоть
В левом здании. Да, вот. Прям недалеко от этой самой деревни новичков. Там еще мост тоже рядом. Мне кажется, что вот это вот и есть деревня новичков. Вот. Тут куча зданий. Где-то мост еще должен быть. Шухер. Так, ладно, мы идем вот сюда по квесту. По доп-квесту. Найти валенка. Вот это мы сейчас будем делать. В чистом небе плоть вообще на костре жарили. Вот. Да, блин. Иногда в кнопках просто запутаешься. Хочешь сделать одно, а нажимаешь все что угодно, кроме того, что тебе надо, елки-палки. Я на залісся пізніше підтягнуся. Дух переведу. Здається, тут хтось є. Наче пішов. Монолітівець! У-у-у. Тихше. Не бійся. О, этого я знаю, монолитовца. Я как раз... Вот тот, о котором я говорил, единственный квест, который я вне стрима сделал, был как раз про него. Там надо было помочь одному сталкеру, которого ранили, и нам сказали изначально, что этот монолитовец его украл, чтобы сделать из него зомби. Потом мы нашли его. Оказывается, что он просто его спас, чтобы вылечить, потому что тот был ранен. Потом к нам пришла толпа каких-то дружбанов того раненого. И нам дали выбор. Либо присоединиться к этой толпе и всех толпой этого одного монолитовца застрелить. Либо присоединиться к монолитовцу и сказать, что он невиновен, что он наоборот молодец. Спасал раненого. Я выбрал монолитовца, потому что мы не ищем легких путей. Что же было интересного в том, чтобы просто присоединиться к той толпе и... Не знаю, сколько нас там было, 5 или 6 против одного. Тут... Может, нам в будущем еще это как-то зачтется. Так, здравствуйте. Я прибыл. Кто у вас тут главный? С кем мне надо поговорить? Всрать, ібаняк! Алло, вільний! Давай, зроби собі послугу. Допоможи добрим людям. Там в домі засів сраний любитель халяви на ім'я Гріша Валян. Висить мені купу бабла. Тільки замість купонів він мені волиною в рожу тикає. Попазарь з ним по душах. Може попуститься, шепне на вушко, де схрон. Шариш? А то, бляха, я вже на пределі! На пределе. Ну, тут еще, кстати, валюта главная во всей игре. Какие-то купоны. Вообще непонятно откуда взявшиеся. Вынужден тебя покинуть, голова начала болеть. А, хорошо, тогда давай. Отдыхай. Буду ждать, если вдруг еще заглянешь, и если нет, тогда до встречи завтра, наверное. Завтра будет еще один стрим вечерний. Не одному тобі Валян винен. Я прийшов повернути борг. А чого ти вирішив, що мені не похер, а, дядя? Розберешся з моєю проблемою, можеш і свої порішати, шариш? Ты мне не нравишься. І що ти зробиш, якщо я не хочу? Хочеш перевірити? Давай, що ти? Я навіть зрадію. Люблю, коли мені мізки парять, так, братва? Ага, прямо обожнює. Ну, дядя,
Шариш, що тобі сказати намагаються? Дядя. Я сам вирішу, що мені робити. А, давай, не вопрос. Взагалі жодних, мля, проблем. Всього, сука, найкращого! По ногах паліть! Я сам хочу його... Лови. Неплохо, гранатой двоих как минимум уложил. Вот и все. Кляті гопники. Гопники. Дякую, що заступився. Підійдеш? Блять, и гопники. На следующий стрим очень постараюсь прийти. А я буду очень ждать. От вляпався. Доведеться або всім борги віддавати, або з малої валити. Сталкере, дякую. Я тепер твій боржник. Схоже, ти половині зони винен. Та це не те, що ти подумав. У мене план був, якщо що. Просто не вистачило ресурсів. Я би півроку з дрібними дорученнями для хом'яка та баті ганяв, щоб на нормальні стволи й детектор нашкребти. Довго це. Хотілося одразу на серйозну справу, розумієш? А там би я все повернув. Що тут взагалі сталося? Цей торч – псих кончений. Я йому борг повернув, розумієш? Трохи спізнився, але ж віддав. А він зі своєю шпаною пресувати мене почав. Типу, кожен день затримки борг подвоюється. Наче ці дебіли вміють рахувати. Ну, я вирішив, що простіше їх буде з вежі перестріляти. Якраз новенький приціл випробувати. Просто трохи не встиг. От і все. Ти спочатку з Мольфаром розрахуйся. Мені з цього відсоток обіцяний. А, ну, взагалі-то я збирався віддати. Чесно. Що, прямо зараз? Так, твоя правда. Так краще буде. Зроблено. Купони перекинув. І тобі, і Мольфару. Вот и квест выполнили. Прийом. Мені гроші від Валяна щойно впали. Передай засранцю привіт. Може, я навіть чарку йому поставлю, якщо не поводитиметься як гімно. Гаразд, сталкере. Дякую. Відбій. Шкода. Ну і хай йому греть. До бару я більше ні ногою. Давай, сталкере, побачимося. От вляпався. Доведеться або всім борги віддавати, або з малої валити. Вот опять. Он просто испарился перед носом. А? Еще что-то скажешь? Бандитів розвелося. Ну воно і зрозуміло. Сталкерський хабар відбирати всяко вигідніше, ніж по аномаліях шаритися. Бувай, бувай! Бувай, бувай. Куда мне все эти КПК? Их тоже продавать, что ли, надо? Понимаю, что они тоже для каких-то там квестов надо. Или еще чего. Лекс, куда дальше? Вот тут еще тайник рядом. Тихо, 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 ё-моё.
Вау! Вау, 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 вау. Вот это уже вообще необычный тайничок, вообще не скучный. Вот это уже куда интереснее. А еще у нас есть увеличенный магазин для него. Он еще и с прицельчиком. Красотища. Это, наверное, самый лучший тайник, который я пока что находил. Это надо будет продать. Да, это я доволен. Доволен как никогда. Дальше. Ненавижу собак. В любых играх. По одной. Ко мне. Так как я не попадаю? Ты еще жива? Кто-то меня палит. Я к тебе не пойду, не-не-не. У нас там еще не один. Вот это отдача. Бочину! Сюда иди в бочину.
Ладно, ладно. Пойду к вам в гости тогда. Куда побежал? Кажись, все. Ну и что вы охраняли тут? Хоть что-то есть? Или я зря сюда приперся? Лікоть, тримаю в курсах. Десь тут якийсь сталкерок підозрілий. Ми його шуганули в бік хутора. Не хвилювайся, весь хабар буде ліпше за новий. Ну-ну. Водки, конечно, не собираю здесь целый ящик. Полезного ничего. Да, так ничего и не нашел. Может, в этих зданиях? Заметки. Куда мне столько консерв и водки, я не знаю. Так, а тайник, собственно. Где? Припрятанный тайник. Никаких подробностей, да? Крыша, скорее всего, опять. Угу. Противогаз. Вот это тоже интересненько, ну-ка.
Лучше, хуже, чемусь. Так, у меня оптик. Аврора. Физическая защита хуже, но термоэлектрозащита лучше. Ну, блин. Мой получше. Чем там чуть-чуть термозащиты, мне кажется, лучше много физзащиты. Более мне как раз физуроном намного чаще бьют, чем я в какие-то аномалии попадаю. Там, короче, здесь все. Да. Идем тогда еще туда. Лишний все-таки выброшу. Куда мне столько этого? Аптечек куча теперь, бинтов куча теперь. Вот это хабар. Да. Ну, поесть надо бы. Ну вот опять заспавнились прям не из ниоткуда. Нет, этих заметок уже полным-полным. Это что такое? Ех, краса-то яка. А мне не то, тихо.
у ваших кінках. Нормально. Піднесеш до мене, розрахуємося. Лади поруч. Діло. Ну що, стопариця у покой поставиш? А що стосовно оплати? Зараз не піду. Дякую, що розірявилися. Ну все, йди. Хочемо самотікати. То вічно. Май бувало. Вот это погодка, вот это красота. Ну, ляти.
Щасти там. І кладете у дуже добре розігріту сковорідку. У результаті ви отримаєте... А от для... Заглядай, притримаю для тебе найкраще. А для тебе... Заглядай, притримай... Для... Заглядай.
Вечеряти крю! Мамма мия! Я-то думаю, что он не может быть таким простеньким, что он здесь столько ловушек понаставил. Он вот что охранял. Ну, не охранял, а при себе имел. Правда, она поломанная очень сильно, но это мы отремонтируем, это я заберу с собой. Это пригодится в будущем очень сильно. Очень-очень сильно. Это тоже находочка. Мега неплохая. Да блин, эти ловушки. То есть каждые 2 шага. Зато гранат кучу полутаю. Пец какие незаметные еще. Интересно, есть тут еще что-то? Давай. Ну что это такое? Харе отскакивать. То пружина тебе. Спасибо. И консерва и колбаса? Вся награда? Все, что здесь было? Вы шутите? Если вы шутите, то это не смешно. Так, окей. Тут мы были, еще надо было. Вот туда, кстати, глянуть. Перед тем, как на квест идти. Тут ничего. И тогда я здесь все гляну. Угу.
Ну-ка. О, снайперки я обожаю просто. Только надо будет починить, и будет нам имба. Блин, надо было не выбрасывать, а съесть. Где они теперь? Ну, где они теперь? О. Кто там опять? Значок голода был. Вот мы и здесь. Ну, тоже неплохо. Аккуратно. Нам куда тут? А, нам на ту сторону. Ну блин, на ту сторону. Мне тут еще вот это есть недоделанное. Давайте сначала это тогда. Я так понял, там мы типа уже в какую-то следующую главу, что ли, идем. Так, опять началось. Ну, успокойся, блин. Ясно. Так, кстати, сейчас добежим до этого места и будем, наверное, закругляться. А то я смотрю, мы уже ровно 3 часа стримим. 2 часа эта часть и час где-то с чем-то прошлая часть. В общем, где-то уже больше 3 часов. Значит, вот еще минут 10 добежим. Глянем, что там, и все. О, чудо! Мы уже не лагаем. Нет, лагаем. А нет, не лагаем. Короче, что-то странное происходит. Да, тут я еще не был ни разу. Надеюсь, тут никого нет.
Тайник, скорее всего, наверху. Как обычно. Кто бы сомневался. Как туда залезть теперь? Вест. Тут, понятное дело, нет. Даже тут нет. Так, я отвлекся что-то. Пока отвлекся, уже с погодой что-то начало происходить. Ну-ка. Может отсюда получится. Ай. Да, больно, но ничего страшного. Надеюсь, тайник того стоил. Нет. Нет, не стоил он того. Как обычно. Ну, как многие тайники. Вот тут надо глянуть. Тут. Куда мы уже пойдем в следующий раз.
Ладно, будем считать, что мы здесь посмотрели, что да как. Давайте дойдем туда. И все. Ну, погода прям шикарная. Вот эта погода, это, наверное, самое красивое, что я здесь видел пока. Даже не лагает у меня ничего во время такой погоды. Прям ощущается, как будто настоящий. Ой. Молния такая натуральная. Ага, это у нас квест с маковым полем сейчас будет. Ну не сейчас, а в будущем. Там тайник, новое место. Окей. Мы сюда пришли, типа. Надо не забыть про вот эту штучку. В следующий раз выложить ее. Занести, чтобы место кучу не занимало. Сохраниться в отдельный слот. И все, и будем заканчивать. Неплохо так поиграли сегодня. Кучу всякого посмотрели, кучу всякого нашли, прошли, собрали. Пушки неплохие нашли. Вот это, мое почтение. Ну, на сегодня хватит. Увидимся. Давайте-ка завтра вечером продолжим с этого вот места, с этого квеста. На сегодня все. Так, все, харе. Молния лупит. На сегодня все. Спасибо всем, кто заходил на сегодняшний стрим, кто ставил лайки, кто смотрел, может, молча в чате, ничего не писал. Кто запись этот стрим когда-то, может, будет смотреть. Всем спасибо. До встречи, как я уже сказал, завтра вечером. Опять Сталкер. Будем продолжать марафонить. Все. Всем удачи. Так, секунду. Всем удачи. Спокойной ночи. Всем пока.